Друзья, привет! Я Анатолий Казаков, шеф-повар ресторана «Селфи». Ресторану «Селфи» 6,5 лет. И тот вектор развития, который был выбран изначально, использование сезонных локальных продуктов, используется и по сей день. Мы очень любим старые русские техники приготовления, работать с фермерами, выращивать какие-то уникальные интересные продукты, которые сейчас уже не производятся, развенчивать кучу интересных стереотипов про нашу страну, один из которых, что мы едим только соленую рыбу. Мы готовим рыбу в большей степени как сашими, стараясь сделать ее полусырой, для того, чтобы ты чувствовал вкус натуральной рыбы и лишь легкий вкус маринада. Поэтому сегодня мы приготовим с вами очень интересную чухонскую дикую форель. Будем мариновать ее в сибирской бруснике с добавлением свеклы, хрена, водки, соли и сахара, без использования лимона, поскольку сибирские наши северные ягоды, они очень кислотные и заменяют нам, собственно, лимон. Будем использовать свежий хрен, щавель, тартар из огурца, немного укропного сока и, собственно, нашу любимую сметану. Ну что ж, а теперь пойдемте готовить. Будем мариновать рыбу порядка 4 часов для того, чтобы у нас она была с легким вкусом маринада, но все равно оставалась слегка сырой. Что мы делаем? Нам нужно натереть на терке свеклу, добавить туда бруснику, добавить туда также тертый хрен, водку, соль, сахар и выложить наш маринад на рыбу. В общем, друзья, мы используем максимально русские продукты, поскольку и свекла, и брусника, и особенно корень хрена. И мы добавим еще сюда свежего укропа, его прям можно крупными частями порвать и добавить маринад. Получилась очень похожая история, как готовят скандинавы, такой некий гравлакс. И, собственно, и в Россию-то изначально пришел от поморцев, от людей, которые жили в Архангельске, в Норвегии. Это люди первые придумали солить таким образом и форель, и лосось. Наша задача убрать рыбу с маринадом буквально на 4 часа в холодильник, для того, чтобы она у нас слегка просолилась, но осталась при этом сырой. И, друзья, пока наша рыба маринуется, мы подготовим к ней соус и гарнир. Для этого нам понадобится сметана. Мы добавим сюда немного зеленого лука. Мы добавим сюда немного корня хрена, для того, чтобы заострить вкус. И немного соли. В наших ресторанах мы готовим массу интересных вещей, начиная от языка судака, заканчивая там всевозможными блюдами из капустной кочерышки, пастилой из яблочного жмыха. Эти вещи действительно очень интересны, и они уникальны для иностранного посетителя наших ресторанов. Нам понадобится свежий щавель. У нас есть нарезанный такой некий тартар из огурца. Да, мы будем заправлять его свежевыжатым соком укропа и немного оливкового масла. Добавим немного соли. То есть мы будем поверх щавля выкладывать соус на основе сметаны, свежего хрена и зеленого лука. И поверх него мы будем выкладывать тартар из огурца, заправленным маслом и свежевыжатым соком укропа. И соус к рыбе готов. Собственно, мы можем доставать саму рыбу и нарезать ее. То есть мы мариновали ее 4 часа. За счет того, что все-таки здесь была брусника и высокая степень кислотности, она получилась у нас довольно упругой, и она дает эту текстуру. Поскольку все-таки брусника — это такая типично характерная русская сибирская ягода, которая отождествляются только с Россией. Причем у меня даже многие мои друзья и коллеги-шефы, когда приезжают в Россию, всегда забирают с собой в большом количестве разных ягод. Мы готовую рыбу выкладываем поверх щавеля и тартара из огурца. Украсим мы это все зонтиками укропа, поскольку они невероятно ароматные. На каждом рынке их можно встретить, поскольку бабушки продают их для засолки всевозможных домашних заготовок. И немножко, поскольку рыбу мы солили очень мало, мы добавим немножко соли сверху. В общем, друзья, наше блюдо готово. Приятного аппетита!